Керем Брусин и Мелисса Тапан-Сабанжи с точки зрения астрологической совместимости. Неужели она та самая? Уже несколько дней всех любителей турецких сериалов и конкретно актера Керема Брусина волнует один вопрос – кто занял его сердце? Ведь, исходя из последнего интервью актера, у него появилась возлюбленная. Слухи упорно утверждают, что этой возлюбленной является Мелисса Тапан-Сабанжи. Поэтому сегодня разберем их совместимость согласно астрологии. Натальную карту Керема Брусина я неоднократно разбирала в своих ранних видео. Разберем натальную карту Мелиссы и, собственно, совместимость этой парочки. А вдруг именно Мелисса – та самая для харизматичного актера? Итак, Мелисса Тапан. Солнечная козерожка. Солнце очень сильное в соединении с Нептуном, Ураном и Меркурием, что говорит о том, что карьера для девушки всегда будет на первом плане. В различных ситуациях такое соединение Солнца с достаточно вредными высшими планетами может давать негативные моменты в жизни человека. Но Мелисса очень грамотно компенсирует это соединение, благодаря тому, что ее проекты по Нептуну очень творческие, а по Урану направленные на социальные темы. Характер. В ее карте Солнце находится в оппозиции к Марсу. Это может давать ей вспыльчивость и упрямство. При этом ее Луна находится в знаке Весов. В глубине души она достаточно спокойна и стремится к постоянному балансу во всем. Такая Луна эмоционально прохладна, несколько поверхностна в чувствах, старается уходить от конфликтных ситуаций. Чувствует комфорт от всего эстетичного, красивого. Ее любимые занятия для души – посещение галерей, выставок, театров и, конечно, шопинг. Венера Мелиссы в знаке Рыб, в соединении с черной луной. Она очень творческая девушка. В отношениях романтична, ранима, может быть излишне жертвенна. Отношения обычно скрывает. Влюбленность свою не показывает, ждет первый шаг от мужчины. Соединение Венеры с черной луной может мешать ей проявляться именно в женском плане. Этот аспект может давать сложности в нахождении своего стиля в одежде, может проявляться в залипании на отношения с несвободными мужчинами, в желании раствориться в возлюбленном. Иногда такой аспект просто мешает женщине глубоко полюбить из-за подсознательных страхов и прошлого негативного опыта. Марс Мелиссы в Раке с оппозицией на Нептун и Уран и квадратурой на Юпитер. Это значит, что она девушка достаточно ленивая в спорте, и кроме как на построение карьеры, ее энергии на другую активность катастрофически не хватает. Кроме этого, она не может долго и монотонно заниматься одним делом, все время хочет переключиться на что-то новое. Аспект с Юпитером дает также любовь к спорам. В общении обычно спокойно, не любит болтовни ни о чем. Простраивает разговор с собеседником заранее и очень не любит, когда собеседник переключается на посторонние темы. Может вспылить или излишне резко ответить, если вдруг что-то идет не так, как она запланировала. Любит умничать и учить других жизни. У нее высокие стандарты и запросы к окружающим людям, поэтому эту девушку не так просто завоевать. А если еще учитывать, что ее аркан Таро по дате рождения – аркан смерть, то девушка совсем непростая и далеко не самая легкая для построения отношений. Давайте теперь посмотрим совместимость Керема с Мелиссой. А совместимость у них сложная. Вообще сложновато представить Козерога и Близнецов вместе в долгосрочной перспективе, ведь непостоянство и ветреность знака Близнецы будут постоянно раздражать привыкшего к стабильности и порядку Козерога, а тяжелый на подъем козерожий характер будет душить Близнецов своим нежеланием активно двигаться по жизни. Итак, сначала минусы этой совместимости. Во-первых, Меркурий Керема в противоположном знаке от Меркурия Мелиссы. У них абсолютно разный стиль общения и выражения своих мыслей. Если Керем в разговорах достаточно доброжелательный, комфортный, мягкий, кажется родным и очень домашним, то Мелисса в разговорах достаточно продумана, может быть резкой, сухой и отстраненной. По плюсам, Марс Керема и Марс Мелиссы находятся в одном знаке. Они оба достаточно неконфликтны и, судя по их Марсам в Раке, в спальне им нравится приблизительно одно и то же.
В их паре очень четко прослеживается благоприятный аспект Марса Керема с Венерой Мелиссы. Данный аспект может говорить о глубокой сексуальной заинтересованности Керема в ней, как в женщине. Он может быть очарован ею и влюбиться с первого взгляда. Он тоже, в свою очередь, идеально подходит ей, как возлюбленный. Солнце Мелиссы в Козероге вполне импонирует Керему, у которого Луна находится в знаке Дева. Себе в жены он ищет именно земную женщину, спокойную, ответственную. Поэтому здесь еще один плюсик в пользу долгих и гармоничных отношений между ними. Еще один плюс. Солнце Керема находится в гармоничном аспекте с Юпитером Мелиссы. Это так называемая печать счастья, и она есть в их совместимости. Еще из минусов. Керема может раздражать ее некоторая отстраненность в отношениях и желание отдать ему пальму первенства. Он все-таки ждет от нее более взрослых и продуманных действий во взаимоотношениях. А ее Венера в Рыбах может давать ей излишнюю мечтательность и неприспособленность к построению зрелых отношений. И у Керема, и у Мелиссы в картах нет ни одной планеты в стихии огня. То есть делаем вывод, что, скорее всего, эти отношения будут несколько пресноваты, без эмоциональных всплесков, итальянских страстей и бурных выражений чувств. Но, возможно, именно такие отношения ищет Керем в своем уже достаточно зрелом возрасте. Подытожим. Отношения возможны. Самый большой вопрос в этой паре – смогут ли они находить общий язык при абсолютно разной манере общения и интеллекте. Потому что негативный аспект между Меркурием Мелиссы и Юпитером Керема говорит о том, что он периодически будет подбешивать своей манерой учить ее, как правильно и как неправильно жить, а она этого не выносит, так как сама частенько страдает таким же грешком. Ее Венере в Рыбах периодически будет не хватать глубины его чувств, так как Керем достаточно прохладный в выражении чувств и эмоций человек. Но если он будет прислушиваться к ней и делать романтические жесты, то в этой паре все должно быть неплохо. А как вы думаете, эта девушка может стать той самой для турецкого красавчика? Пишите в комментариях, подписывайтесь. Через несколько дней разберу еще одну популярную парочку. Пока!